Всем добрый день! Вы со мной на канале Юлия Иванова. Почти 2 месяца назад мы с вами пересаживали, с улицы растения я приносила, и мы пересаживали. Так называемые мои дикие посадки. Давайте посмотрим, что за 2 месяца получилось. Вот здесь я посадила мяту. Одни корни садила. Сначала садила прям большим кустиком, но не получилось. Я выкопала и посадила просто одни корни. Смотрите, что выросло. Вот прошло почти 2 месяца. Вот такая мята выросла. Она вроде немножко пахнет. Не как на улице летом, конечно, но запах есть. Вот такая вот мята. Я все это срежу и в чай. Солнца было очень мало. Получилось целый месяц прям пасмурный. Сначала солнце вроде было, а второй месяц прям пасмурный. Сильно все вытянулось. Мне это не очень нравится. То есть мое мнение, мяту, если зимой выращивать, только под прекрасной досветкой. Без досветки получается вот так. Ну, тоже вариант можно, но смотрится неприглядно. Я сейчас все это срежу. Ну вот, я все срезала. Получился хороший пучок зелени на чай, мяты. И вот так вот все осталось. Оставила один. Будем смотреть, как будет дальше расти. Если будет солнечно зимой, то, возможно, будет лучший результат. Дальше смотрим. Виктория, клубника. Кто как ее называет. Я садила, ну, примерно 5 кустиков. Те кустики у меня не выжили. Возможно, я их слишком глубоко посадила. Один кустик вот кое-как. Да у меня кот ест Викторию эту, оказывается. Все остальное не трогает. А вот ягодку, да. Ну, вот этот новый листик вышел. Этот листик тоже уже здесь вырос. Но, видите, он съел у меня. Виктория, ну, как-то, ну, вот не очень. Так скажем. Ну, живой, да, кустик вот этот. Может, с него весной какой-то толк и будет. Ну, как для ягод, это, конечно, никак, так скажем. Потому что, ну для красоты, для эксперимента, да. Смотрим дальше. Девичий виноград. Вот этот результат меня порадовал. Посмотрите, какая красота зимой. Такая сочная зелень. И если еще он будет дальше развиваться, как плющ потом будет ампельный такой. Я его когда посадила, листочки были. Потом он всю зелень скинул и начал прям из земли выпускать новые ростки. Все вот эти ростки из земли. Можно будет вот старые палочки убрать. Вот старое, допустим, можно убрать уже, обрезать прям. Все старое. Единственный черенок, вот этот я оставляла, вот такой коротенький, у него из макушки вылезла почка. И вот почка пробуждается. А все остальное прям из земли вышло. Один черенок не принялся, но моя ошибка. Не утерпела и взяла его чуть-чуть подергала. Он корешки, видать, маленькие обломил и потом засох. Все, остальное все принялось. И смотрите, какие сахаринки прям на нем. Не знаю, сахаринки или нет, не пробовала. Но выглядит как сахаринки. Вот, видите? Все стволы в этих сахаринках. Вот это мне нравится. Ну и герань, которую я почти из-под снега вытащила. 2 гераньки были, за домом росли. Вот один черешок и второй. Второй он почти высох. Но зато какая зелень наросла. Да вы посмотрите, какая пышная. Как она смотрится хорошо. Это мне нравится. Не выращивала никогда герань, пеларгонию. Но вот это будет первое. Насколько я помню, летом, когда проходила, вроде один
цвел там белый, другой красный. Ну вот они оба здесь в горшочке. Смотрятся хорошо прям. И герань только чуть затронешь, она пахнет. И запах детства. У меня у бабушки герань всегда росла. Вот, видите, какая она. Молоденькие растут. Думаю, вот этот вот стволик еще немножко подрастет. Я его вот так срежу и воткну сразу. Чтобы здесь, я думаю, вытянется за зиму вот эта часть. Срежу и, короче, черенок еще один посажу. И будет тогда у меня прям пышный куст. Хороший. И там выглядывает мой детский сад. Замякулькас. Вот этот вот один маленький скоро отомрет, но зато новый росточек. И горшок прям ребрышками стал. Вот так вот не видно будет. Но я вот пальцем ощущаю прям полный горшок корней. Да нет, вот видно, что он неровный уже. Видите, выпирают прям. Весной буду это все посадить в более большой горшок. Те два горшочка тоже. Сейчас покажу. Вот смотрите, еще один горшочек. Тоже все у него прям замечательно. Весь зелененький, хороший. Новые росточки тоже вот есть. И вот этот. Ну, этот уже постарше такой. Хорошенький тоже. Все целое у него. Ничего не гниет. Тоже вот маленький там, новенький. Замякулькасы мои такие. Каланхоя, который недавно пересаживали. Вот его поставила под досветку. Смотрите, как быстро начал расти. Прям очень быстро растет. На глазах. Буквально на днях пересадили. Недели не прошло. Вот уже вот этот прям заметно подрос. Кому понравилось, заходите в плейлист «Дикие посадки». Там я показываю, как я садила вот эти 4 вида растения. Кому интересно, смотрите. Ну а кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите другие плейлисты. Скоро покажу, как у меня орхидеи расцвели шикарно. Всем пока-пока.